Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. В прошлом мастер-классе мы связали вот такую вот шапку, и сегодня мы под нее свяжем шарф. Вязать я буду также из пряжи Alize Superlana Midi. Здесь у нас идет 75% акрил, 25% шерсти. Цвет пряжи 522, 100 граммах идет 170 метров. На данный шарф у меня ушло 2 мотка пряжи. Шарф у меня шириной 15 сантиметров и в длину 170 метров. Если вы хотите шарф пошире, то необходимо будет взять 3 мотка пряжи. На экране вы увидите таблицу. По ней вы можете выбрать, какой вам необходим длины шарф, в зависимости от модели и от возраста. Для вязания я использовала крючок номер 6. Если вы сильно туго вяжете, то я рекомендую взять крючок номер 7, чтобы вязка была более рыхлой. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Для начала мы должны будем набрать цепочку из воздушных петель. Допустим, вы решили, что у вас шарф будет длиной 180 сантиметров. Это шарф в 2 оборота. Тогда вы набираете цепочку из воздушных петель длиной на 10 сантиметров больше. То есть 180 плюс 10 190 сантиметров. Делаем петельку. Вот у нас первая воздушная петля. Данную петлю я не затягиваю. И далее набираем необходимую длину. Старайтесь воздушные петли набирать свободно. Вот для примера я набрала небольшое количество воздушных петель. Вот у нас с этой стороны идут косички. Мы их переворачиваем. И вот здесь у нас идут перемычки. Вот у нас первая перемычка, она прячется под рабочей нитью. Вот далее идет вторая, третья. Сюда мы будем вводить крючок и провязывать столбики. Мы провязываем со второй перемычки от крючка. Первая, вторая. Во вторую перемычку вводим крючок и провязываем столбик. Желательно вот эту петельку отметить маркером, для того, чтобы ее потом не потерять. Сюда мы в следующем ряду в конце будем провязывать столбик. Далее мы вводим крючок под ножку столбика, снова под перемычку. У нас на крючке 3 петельки. Петельку вытягивайте свободно. Она не должна быть вот такой вот маленькой. Вытяните ее побольше, так как потом мы будем сюда вводить крючок. Провязываем. Ниточку не затягиваем, чтобы у нас вот эта петелька была свободная крайняя. Сюда мы заводим снова крючок под перемычку. Вытянули свободно петельку. Вот 3 петельки на крючке. Снова провязываем их вместе. Если вы эту петельку затянете на крючке, у вас вот эта крайняя петля тоже затянется, и вы сюда не сможете продеть крючок. Поэтому не затягиваем петлю на крючке. Снова под ножку столбика под крайнюю, под перемычку и провязываем. Таким образом у нас внизу по краю будет такая вот косичка оставаться. Далее первый ряд мы провязываем на длину, которая нам необходима. То есть если нам необходима длина 180 сантиметров, мы провязываем почти до конца, измеряем. Если нам хватает, то останавливаемся. Допустим, у нас останется в кольце несколько воздушных петель. Тогда мы их просто с конца распустим. Как их распускать, я покажу. Поэтому вот провязываем необходимую длину. И затем перейдем на второй ряд. Вот, допустим, провязали необходимую длину. Измеряйте в нерастянутом виде. И у вас в конце, возможно, остались воздушные петли. Далее мы делаем всегда в конце одну воздушную петлю. Далее переворачиваем. И провязываем за задней стеночки полупетли. Вот они, задние стеночки.
Вот у нас идет косичка. За задние стеночки начинаю всегда со второй петли от крючка. Вот первая, вторая петля. За заднюю стеночку мы провязываем столбик. Далее мы провязываем, захватываем крайнюю ножку столбика и также за заднюю стеночку полупетли. Хорошо вытягиваем свободно и провязываем все 3 петельки. Снова за крайнюю петлю, здесь захватываем и провязываем. Вот здесь крайнюю петельку тоже можно отметить маркером. Если у вас нет маркера, можно использовать просто булавку. И далее продолжаем вязать до конца. Вот в конце у нас последняя петля осталась. Мы ее отмечали маркером. И когда ее провязываем, мы провязываем за обе стеночки, не только за заднюю стеночку полупетли, а захватываем обе стеночки для того, чтобы край у нас был ровным. Далее всегда в конце мы делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем столбик без накида во вторую петлю от крючка, захватывая заднюю стеночку полупетли. И также сюда можно снова отметить маркером. Особенно это нужно для новичков, так как вот эта петелька, она иногда теряется, ее можно пропустить. Все, далее вяжем точно так же, как обычно. Захватываем ножку столбика, заднюю стеночку полупетли и провязываем ряд до конца. Здесь также, вот мы отмечали маркером, последнюю петельку мы провязываем за обе стеночки полупетли. И узор у нас повторяется, ряды вяжутся одинаково. И теперь я покажу, как распустить воздушные петли с конца. Вот у нас начало воздушных петель. Вытягиваем ниточку. Вот у нас наш кончик нити. И также мы вытягиваем его отсюда, вот с этой петельки. Отсюда вытягиваем. Не здесь тянем, а вот здесь вот в серединке просто вытягиваем. И тянем за кончик, и у нас петельки распускаются. И все, и в конце она затягивается. Вот и все. В конце потом ниточку можно спрятать вот здесь вот под петельки.